Сегодня покажу вам сразу 3 рецепта вкусных блюд из овощей. Каждый совершенно оригинальный и уверена, что найдете в этом видео что-то для себя. Начнем с первого рецепта – луковых оладий. Для первого рецепта лук натираю на крупной терке. Кстати, маленький совет: если глаза слезятся от лука, попробуйте подержать его минут 15 в холодильнике перед нарезкой, или можно нож смочить холодной водой. Добавляю соль, 2 яйца, немного перемешаю массу. Никаких сложных ингредиентов. Дальше майонез. Беру обычный, какой есть дома. Добавляю разрыхлитель, чтобы оладьи получились более воздушные. Если разрыхлителя нет, можно соду погасить уксусом, но совсем чуть-чуть. Высыпаю муку и перемешиваю. В конце немного растительного масла, прямо в тесто. Пусть масса немного постоит минут 5-10. На сковороду наливаю масло и обжариваю такие оладьи на среднем огне. Будьте осторожны, быстро может прихватиться с одной стороны, особенно если огонь сильный. Очень простое и доступное блюдо получается. Список продуктов для этого рецепта найдете в описании под видео. Сохраняйте рецепт, чтобы не потерять. Напишите в комментариях, чего вам здесь не хватает. Может, зелени какой-то или специй. Спасибо за добрые слова в комментариях. Читаю каждый. Быстро готовятся, вкусные, простые. Переходим ко второму рецепту. Недооценивая овощи, многие лишают себя не только разнообразия в повседневном питании, но и возможности наслаждаться вкусом того, что подарила нам природа. Приготовим морковные котлеты. Возьмем свежую морковь, ее очищаем и подготовим для того, чтобы немного приварить. Морковь заливаем холодной водой и ставим на средний огонь до закипания. Вареная морковь дает совсем другую текстуру котлет. Они получаются нежнее и лучше держат форму. После закипания уменьшаем огонь до среднего и отвариваем морковь минут 10. Готовность проверяйте шпажкой. Она должна входить легко, но морковь не должна разваливаться. Морковь готова. Сливаем воду и отставляем до остывания. Пока морковь охлаждается, что еще нужно подготовить? Яйца, лучше комнатной температуры, панировочные сухари, соль, сушеный чеснок, специи для овощных блюд, манка, сметана, молоко, черный молотый перец. Морковь остыла, натираем ее помельче. Дальше все просто. Яйца разбиваем, добавляем соль. Со специями будьте внимательны, в их составе может быть соль, тогда регулируйте количество соли на свой вкус. Сушеный чеснок, молоко, манка, сметана. А может, вы захотите приготовить сладкие морковные котлеты? Тогда вместо специй добавляйте сахар и корицу. Получится очень вкусно. Дадим постоять котлетной массе минут 10-15. Манка набухнет и свяжет между собой остальные компоненты. Это важный момент. Не торопитесь, пусть масса настоится.
Когда время прошло, берем небольшое количество фарша, у меня это 80 грамм. Формируем котлету, панируем ее в сухарях и кладем на заранее разогретую сковороду с растительным маслом. Обжариваем котлеты с двух сторон на среднем огне до золотистой корочки. Можете запанировать котлеты и в манке, и в муке, но в сухарях корочка получается более хрустящей. Не рекомендую накрывать котлеты крышкой, корочка будет не такая красивая. Вкуснее морковные котлеты со сметаной, но можно и с любым соусом, который нравится. А вот для третьего рецепта понадобится капуста. Капустные котлеты как закуска или вкусный обед. Этот рецепт из продуктов, которые под рукой. Нарежем лук. Следующий компонент – морковь. Ее моем, очищаем, натираем на терке. Здесь все просто. Конечно, морковь сладкая, полезная, вкусная, но в этом рецепте она еще и для яркости. Капусту для этого блюда нужно нарезать помельче, длиной где-то 3-4 см. Не делайте слишком крупные куски, иначе котлеты будут разваливаться. Поставим кипятить воду, чтобы отварить капусту. На разогретую сковороду наливаем растительное масло. Высыпаем лук и обжариваем его до полуготовности. Вода закипела, берем нарезанную капусту, перекладываем ее в кипяток. Добавляем соль, не жалейте, капуста любит соль. Оставляем капусту на плите кипеть на среднем огне. Можно накрыть крышкой минут на 5-7. Она должна быть готова наполовину. Время варки зависит от сорта капусты. Лучше не доварить, чем переварить. Переваренная капуста превратится в кашу. Она должна быть готова наполовину. Лук обжарился до полуготовности. Добавляем морковь. Капуста готова. Можно откинуть ее на дуршлаг, а можно просто слить воду. Лук с морковью обжарились, капуста сварилась, и по времени остывать они будут одинаково. Ну а пассировку можно поторопить, пересыпав ее в тарелку из сковороды. Остывшую капусту еще отжимаю, чтобы убрать лишнюю жидкость. Если жидкости много, котлеты не будут держать форму. Капуста готова. Морковь с луком остыли, соединяем. Соль, сахар, совсем чуть-чуть для баланса вкуса. Черный молотый перец, мускатный орех, сушеный чеснок, яйцо, молотая сладкая паприка. Добавляем немного муки, перемешиваем. Муки не должно быть много, только чтобы связать массу. На разогретую сковороду наливаем растительное масло и выкладываем приготовленные котлеты. Формировать их лучше мокрыми руками, так масса не прилипнет к рукам. Вес моей котлеты в сыром виде примерно 80 грамм. Не делайте их очень большими, могут не прожариться внутри. Обжариваем на среднем огне до золотистой корочки с двух сторон. Можно накрыть крышкой, если сомневаетесь в готовности. Котлеты получаются яркие, сочные. А если любите соус, то можно взять сметану, добавить мелко нарезанный чеснок и зелень. У меня просто сметана. Это невероятно вкусно. Вот такие 3 простых рецепта из овощей получились. Заглядывайте в заставки в описании к видео, там подбираю для вас рецепты, которые могут вам понравиться. Делитесь этими рецептами с друзьями. Заглядывайте почаще на мой канал, здесь много интересных рецептов. Ставьте лайк после просмотра видео, и тогда больше людей увидят этот рецепт. Приятного аппетита, до встречи в следующих видео.